Легко 100% не будет. За счастье придется побороться. Всем привет, с вами я, Галина Вилсон, и вы на канале Вилсон Онлайн. Не так давно мне в Инстаграм пришло сообщение, и я бы хотела вам его зачитать. Здравствуйте. Можно спросить, как вы себя чувствуете в России после Египта? Ведь приехав в Россию, необходимо начинать новую жизнь, так сказать, заново. Я сама живу в Ливане и всегда думаю, как бы все поменять и уехать. Но я замужем, и не так просто, как вы понимаете, расстаться с мужем из-за ребенка. Но если получится, то думаю, как бы я начала снова работать. Нахожусь на обеспечении мужа и чувствую, что утратила свою самостоятельность. Да и с каждым годом возраст. Мне интересно, если это вас не смутит, как вы с этим справляетесь? Мне страшно, как растить ребенка и как найти работу, и в Ливане я жить не хочу. Мой ответ был уточняющий. Я написала «Добрый день, спасибо большое». Прочитала ваши сообщения, и у меня возник вопрос. Почему вы пишете расстаться с мужем из-за ребенка? Если можно, поподробнее расскажите, какая у вас ситуация, про ваш брак, ребенка и где родился возраст. И почему вы хотите уехать? Насколько ваше желание велико? Заранее спасибо за ответ. Девушка пишет, дело в том, что я живу с мужем, и я несчастлива, но он обеспечивает. Поняла, что будет очень тяжело вскоре после женитьбы. В силу, наверное, своего характера до сих пор так и живу. Живу я с ним из-за ребенка. Я до 30 лет была независимой, сама зарабатывала. Очень не нравится на все 109% зависеть от мужа. Сами, наверное, понимаете нюансы. Он знает, что я живу с ним из-за сына и что не люблю его. Так ему и говорю. Но он не соглашается на то, чтобы мы с сыном уехали. А он приезжал к нам. Но когда ругаемся, он говорит «уезжай», но это только слова. Я не перестаю верить, что так оно и будет. Я часто вас вспоминаю, думаю, как та девушка спустя годы в Египте приехала в конце концов на родину и стала продолжать жизнь. Меня больше интересует, как это начать работать и найти работу, ведь это непросто. Я работала, руки помнят, но предпочтение молодым. Я, кстати, не надеюсь, что, расставшись с мужем, он будет обеспечивать. Надеюсь на себя. Это хорошо, если еще решим полюбовно. За маму волнуюсь, ведь сама живет. Понимаю, что придет тот возраст, когда ей будет нелегко одной. У нас тут рухнула экономика. Жить становится ужасно. Только муж мой не понимает. Он там работает 29 лет, а я живу сама всего 7 лет. Ему, конечно, спокойнее, когда мы тут с сыном. Вот и уперся и не идет навстречу. Он против нашего переезда. Только один выход – уехать и не вернуться. Но боюсь, что если приедет ко мне туда, и не знаю, как он себя поведет. Боюсь, чтобы не забрал сына. Хотя как он может, если паспорт ребенка я ему не отдам? Галина, еще как ваша дочь пошла в школу? Возьмут ли в школу ребенка в 7, 8, 9 лет? Как это все происходит? Вот этот вопрос меня интересует. Мой сын занимается онлайн. Это еще одна из причин, чтобы ехать, катиться вниз. И будущего нет для детей. И я переживаю, если ребенку 7-8 лет, как его посреди года возьмут в школу в наших странах? Поделитесь своим опытом. Как ваша дочка чувствует себя в школе? Что я хочу сказать? Спасибо за ваши вопросы. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Но самое главное, и, наверное, это основной вопрос, это вопрос к вам. Насколько вы действительно хотите уехать и жить в вашей стране? Насколько это желание сильно? В принятии тех или иных решений должна быть ваша готовность и уверенность идти к своей цели без тени сомнений и вопреки всему. Это так называемая точка невозврата. Знаете, только вперед и ни шагу назад, несмотря ни на что. Второе. Я вас понимаю, ваши ощущения об утраченной самостоятельности. И знаете, будучи замужем за своим мужем, и по прошествии, может быть, 8-9 лет, я вот так же вот сидела и думала, размышляла, как вообще я раньше жила, как я сама поехала в Америку, в Египет, как я сама себя обеспечивала в Москве. И вот я так же, как вы, сидела и думала. А потом у меня пришло понимание,
что вот эта вот именно неуверенность ко мне пришла именно, когда я стала жить в Египте. Вот через несколько лет пришла вот эта неуверенность в себе. Я стала просто морально слабой и какой-то никчемной, как мне казалось. Поймите, под этой кажущейся заботой и обеспечением мужа вы теряете себя и свою самоидентификацию. Поэтому потом и приходит эта неуверенность. Поймите, вы написали, что чувствуете себя несчастной. Вы подумайте и для себя решите, что для вас счастье. Возможно, счастье для вас связано именно с тем, что ваш муж работает, и вы находитесь одна. И если он приедет, и вы будете жить вместе в Ливане, это и сделает вас счастливой. Такое тоже возможно. С другой стороны, если вы прожили и одна, то зачем нужно такое замужество? Вы знаете, у меня тоже, когда я была замужем и находилась дома, у меня миллион раз приходили такие мысли на ум, что я здесь делаю, в этом Египте, для чего я здесь. И самый главный вопрос, как я развиваюсь и что я смогу дать своим детям. И самый главный вопрос, что вообще представляет моя жизнь. Иногда приходили мысли, что со мной будет через 10 лет, если я буду жить здесь, в Египте. То есть я так себе представляла, я тут буду сидеть, стареть дома, а мой муж будет работать и жить полноценной жизнью. А я думаю, буду вот так вот сидеть, стареть и бездействовать, где со временем со мной перестанут считаться, что в принципе и произошло. Что я хочу сказать? Если вы решите уезжать, то не сообщайте своему мужу об этом в лоб. Он ребенка не отпустит. Скажет, ты езжай, ребенок останется здесь. Это будет лишний повод, чтобы удержать вас и чтобы ребенок рос там. Придумайте что-то. Мама заболела, нужно срочно квартиру продать или еще что-то. Ни в коем случае не говорите о ваших планах. Вы спрашивали про мою дочь, как она адаптируется. Вы не поверите, Малик каждый день с того момента, как мы приехали в Россию, говорит, слава Богу, что мы в России. Слава Богу, что мы в России. И поверьте, если ваш ребенок увидит вас счастливой, он тоже будет счастлив. Счастливая мама, счастливый ребенок. За работу вообще не переживайте. В вашей профессии руки всегда нужны. И как вы писали выше, руки всегда помнят. Не забывайте, вы еще молодая женщина, у вас еще все впереди. Я вас прекрасно понимаю, когда вы пишете про возраст. Я тоже это все проходила в Египте. Поймите, вы молодая, активная женщина, и не бойтесь, вы обязательно со всем справитесь. В чужой стране не пропали, в своей точно не пропадете. Поверьте, здесь самое важное и главное – это ваше желание, насколько оно сильно. Легко 100% не будет. За счастье придется побороться. Но результат стоит всех затраченных усилий и перенесенных тягот. Поверьте мне. Так что подумайте, что именно сделает вас счастливой, и вперед навстречу своему счастью. Искренне желаю вам жестко идти к своей цели. У вас все обязательно получится. Удачи!